Дорогие друзья, приветствую вас на своем канале. Я Наталья Тупа, проживающая в Чехии. Сейчас адвентный период, и сейчас у нас идет уже третья адвентная неделя. Вот у меня здесь зажжены 3 свечи. Конечно, эти свечи зажигают в воскресенье, но их можно также продолжать зажигать каждый вечер или каждый день в течение третьей недели. И хотела вам сказать, чем мы занимаемся в третьей адвентной неделе, в частности я. Конечно, как и все нормальные люди, мы ходим на работу, да, мы устаем очень, и между делами стараемся сделать так, чтобы нам было приятно, чтобы у нас было хорошее настроение и чтобы мы были здоровы. Вот в частности, чем занималась я? Я занималась тем, что я докупаю кое-какие предметы, которые мне будут необходимы. Например, я вам могу показать предметы, которые куплены и уже были не в этом году, но кем-то были подаренные. Но я бы советовала вам эти же самые вещи купить для себя, для того, чтобы было жить веселее. Например, вы сидите вечером, вам не очень-то весело, а вы вот купили себе вот такую чашечку, например, вот с таким блюдечком, налили туда сважак, который мы с Ярославом вам уже показали в одном из видео, и при зажженных свечах потихонечку попили этот глинтвейн, это горячее вареное вино, или чай, или даже чай, кто боится слишком много пить алкоголя. Или, например, можно купить такой набор, но мне тоже это подарили, но я вам покажу. Вот смотрите, я даже еще не распаковывала. Это нам подарила дочка Ярослава. Вот такие чашечки. Они блестят и переливаются. И вдвоем с подругой или приятелем тоже налить себе крепкого чая, посидеть за чашкой чая при зажженной свече и о чем-то приятном поговорить. Также мы с Ярославом вместе, мы даже заранее всегда пишем список, какие продукты нам не хватает для каких-то, например, блюд, которые мы будем готовить к ваннацам, к Рождеству. Пишем список, например, ага, у нас нет майонеза, мы докупаем майонез, там, или как-то свежие яйца надо купить для того, чтобы спечь ванночку. Конечно, мы еще не купили елку, мы еще там не были, и мы еще, как говорится, это у нас впереди. Надеюсь, я вам это сниму, как мы ее будем покупать. Надеюсь, мы ее купим. Вот. Ну, например, я сейчас, вот, например, сегодня я лазила по магазинам, и вот и перед этим тоже стараюсь так, чтобы у меня было так устроено в праздничный вечер, или, например, в Новый год, или на Рождество. Я вот покупаю такие бумажные салфетки. Посмотрите, это не просто белые, они такие вот здесь вот блестит. Я, наверное, все-таки достану одну, распакую. Даже вот эти салфетки не то, что там, например, чтобы гостей удивить, нет. А даже сам факт того, что «а дай-ка я пойду-ка». А нет у меня красивых салфеток на новогодний стол. Пошла и поискала. И даже из-за этой покупки, вот вы купили мелочь, да, копеечную, а у вас в этот день уже поднялось настроение. Вы идете домой и думаете: ой, а я уже салфеточки себе хорошенькие купила. Или, например, сегодня я вот так ходила, и вот прям доходилась, посмотрите, вот сейчас у нас вот по календарю в следующее воскресенье, значит, 19-го у нас уже будет 4-е адвентное воскресенье. И вот я что-то думаю, дай-ка я к 4-му адвентному воскресенью куплю новую скатерть на стол. Посмотрите, какую я нашла скатерочку.
Вот. Хотя, конечно, у меня вся аранжировка бело-серая такая, но, знаете, здесь вот тоже есть элементы бело-серого. И я вот когда постелю на стол, а у меня такие есть бордовые свечи, и у меня это все будет в гармонии, я вам на 4-е адвентное воскресенье обязана просто снять видео, потому что я не буду на работе. Вот, я вам обязательно сниму, как у меня будет оформлен стол. Вернее, как у меня будет на 4-й адвент, как у меня будет красиво на столе. Вот. Конечно, на ваноце тоже покажу. Дальше. Чем я вообще занималась вот на этой 3-й адвентной неделе особенно? Хотя и перед этим у меня тоже подготовительная работа была. Посмотрите на меня. Вот я на себе имею новое платье. Вот. Я, значит, обещала, что вот, как и в прошлом году, я себе шила тоже новогоднее платье домашнее. Вот. И я сейчас в следующем кадре я вам себя покажу во весь рост. Просто мне нужно же все переставить, установить. Вот смотрите, к этому такой браслет себе нашла, который давным-давно купила. Вот. И вот такое у меня платье. Также у меня вот такие вот здесь бижутерки. Вот напишите, подходят ли они сюда, потому что у меня есть еще и другие. Например, вот такие. Должна вот с вами посоветоваться. Может быть, вот эти сюда больше подходят. Вот напишите мне. Но это тоже эта бижутерка. Но я же вам говорила, мы должны быть нарядные на Новый год, как елка. Вот. Или, например, у меня есть еще вот такие вот бижутерочки. Конечно, золото золотом, да, но золото, оно, как говорится, не такое задорное, знаете, оно слишком классическое. Или вот такие, например, у них тоже здесь есть какие-то, ой, фокус, 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 фокус. О, вот такие камешки. Или, например, просто я уже в одном видео снималась, я себе купила вот такие вот со стеклом, вот, нейтральные. Вот посмотрите, пожалуйста, вот смотрите, это все стоит недорого, но оно лично мне приносит радость, хоть я уже и в таком возрасте. А вы, все, которые смотрите меня, я уверена, что вы все хоть немножко, но помоложе меня, а некоторые и намного. Так что берите с меня пример. Я всегда за то, чтобы вокруг меня у всех было всегда хорошее настроение. Всегда нужно думать только о хорошем, потому что плохого в нашей жизни и так достаточно. Поэтому вокруг себя мы создаем хорошую атмосферу для того, чтобы мы были приятны и своим близким. Дальше я вам хочу показать, чем я еще занимаюсь сейчас. Ну вот, например, вот у меня здесь вот в такой баночке, посмотрите, какая у меня баночка новогодняя. Я ее купила еще в прошлом году. Вы знаете, я в нее складываю вязание, вот чтобы у меня кошки не воровали. Вот посмотрите, вот я себе вяжу такую жилеточку. Я надеюсь, я ее успею связать. Мне осталось, вот знаете, только горлышко обвязать. Вот такая у меня вот здесь дырка. И вот смотрите, какая у меня резиночка внизу. Вот, и у меня, когда здесь все спрятано, я крышечкой накрою, и я знаю, что у меня ничего кошечки мои не украдут. Вот. А также я вам хочу показать, чем я еще занималась грандиозным. Но это, конечно, не в эту неделю. Я уже эту вещь завершила в прошлой неделе. Сейчас я вам покажу, что я себе сшила. Многие, конечно, кто смотрит мой второй канал, я себе сшила вот такое пальто. Вот такое пальто. Я, конечно, для вас его померяю. Оно такое на теплой подкладке. Ну, его сейчас плохо видно, я вам его померяю. Но у меня есть второй канал. Я вам уже говорила об этом. Шейте со мной, шейте как я. И я на этом канале в пятницу выложу видео о подробной примерке этого готового пальто. У меня там целый сериал, как я это пальто шила.
несколько кусков. Я его каждую неделю выставляла кусок за куском. Итак, дорогие друзья, желаю вам всем хорошего настроения, хорошего иммунитета. И также до следующих встреч в моих видео. Конечно, я много не успеваю, но надеюсь, что я вам все равно все основное, все, что происходит здесь в Чехии, я показываю. Так, а сейчас посмотрите мое платье сверху донизу и пальто сверху донизу, немножечко. Так, до свидания, дорогие друзья, до следующих встреч. Итак, дорогие друзья, посмотрите на мое платье, в котором правдоподобно буду на Рождество или буду встречать в нем Новый год. Оно очень удобно тем, что в нем можно хорошо покушать, и никто это не увидит. И в котором можно свободно себе дома валяться на диване или даже пойти в гости. Планирую также в ближайшем будущем делать разбор этого платья по техническим причинам в своем швейном канале. Здесь разбирать это не буду, что, зачем и откуда это платье взялось.